42 тонны, да, это тяжелый танк уже будет. Экипаж. Экипаж, подождите, пока не до вас. Итак, всем привет. Всем привет. Сегодня мы совместным семейным конструкторским бюро решили собрать модель своего собственного танка при помощи этой замечательной игры. Выдали нам вот такую, можно сказать, заготовку. Я думаю, что-нибудь получится. Так, сначала у нас, значит, так у нас стоит корпус. Ну, что, наверное, будем сейчас задавать сначала форму корпуса. А мы вообще какой танк делаем? Легкий? Ну, судя по весу, это как бы 39, это уже не легкий танк, и даже не средний. Ну давай тяжелый танк сделаем. Ну, тяжелый, короче, бронированный танк. Так, по броне. Пока что это у нас 100 миллиметров. Так. Брусненькая на ЛД. Ну, здесь полочка неплохая. ВЛД пока что под каким-то непонятным углом. Но опять-таки слабо. Но борта довольно-таки неплохие. Так. Ну, то я бы не сказал, что он в целом слабый уже по корпусу. Ну, просто, наверное, сейчас пока форму ему изменим. Да. Так, первое, что у нас меняется, это его длина. Ну, средние габариты, наверное, все-таки должны быть в районе... Ну смотри, если это тяжелый танк, то он должен быть длинный. 42 тонны, да, это тяжелый танк уже будет. Ширина 2,40. Ну зачем нам широкий танк? Хотя нет, давай, наверное, ставим 2,20. Это вот на постаменте как раз, видимо, как норматив такой некий. Да. Ну, давай поиграемся с высотой. Мне не очень нравится вот эта передняя деталь. Как-то она... Я бы хотел более пологий ВЛД сделать ему. Она вытягивается в плоский такой некий элемент. С задней частью тоже похожая ситуация. Ладно, будем по ходу разбираться. А не, вот смотри, мы можем задать все-таки наклон. Но... Но если у нас башня не бронированная, то все снаряды будут заходить в башню. Ну, не забывай, что у нас здесь будет орудие стоять. Поставим какой-нибудь... Гаубицу. Ну, нам уже должно быть выше среднего как минимум. Так, выключаем броню. Так, если мы сделаем под таким углом борта, мне не очень нравится. Все-таки, наверное, более рикошетными будут. Так, ну мы в конце концов сейчас пока создаем вид. Тест-драйв и доработка уже на полигоне, это будет другое видео. Чтобы не затягивать, потому что это будет очень долго. Здесь очень много элементов, очень много что влияет. Ну да, все-таки если тяжелый танк, лобовая броня должна присутствовать более. Так, давай поиграемся немножко с башней. Башня в другую форму, конечно. А, она вообще зеленая. Ну, башня вообще брони не имеет от слова совсем. 10 миллиметров. Так, вот так надо, чтобы виднее было. И где-то у нас теперь 200 миллиметров появилось. Угу. А, это у нас под башней, смотри-ка. То есть это мы можем поднять башню? Это у нас элемент бронирования такой. Но на случай, знаешь, наверное, если фугас зайдет сюда, чтобы там осколки не задели. Потому что мне кажется, что нам это не очень нужно сейчас. Но если мы будем башню поднимать, то она нам пригодится. Если поднимать будем, то снаряд. Не, давай пока что разберемся с бронированием уже. Так, маску зашили на 190. Но маска у нас пока прямая. Мы можем еще и приведем. Щеки сделаем на 140. И еще 140 верхнюю часть. Так, ну, вот здесь уже так. 263, 228.
216. Как-то мне не очень нравится наша башня. Странно она. Угу. Так, давай-ка мы с ее формой немножко поиграем. Это вот как раз-таки тот элемент подъема башни от корпуса. Я не знаю, станет ли легче вращение градусов в секунду. Да, видимо, немножко влияет скорость вращения. Сделаем более рикошетные скосы в передней части, а в задней... Ну, маленькая башня на более-менее тяжелом танке не нужна. Вот такого плана будет башня, в принципе, чтобы она практически зеркальная была. Здесь мы поставим оборудку какую-нибудь. Здесь же нам дается оборудование, я так понимаю. Ну да. Так, что по броне? 223, 250, 214. Ну, еще орудие будет стоять довольно-таки большое. Ну, давай, наверное, 250 приблизительно выставим. Так, по мобильности. Ну, с гусеничной ходовой мы, я не знаю, будем тут играться, что-то менять. Это все визуализация же, наверное. Ну да. Изменение катков. Ну, передние меняются. Ну, это дизайн, наверное, дизайнерский больше такой. Ну, давай звездочки пусть будут такие центральные. Ну, пусть они в одном стиле таком Хорошо. будут. Ниже. Ну, у нас низкий танк-то совсем не нужен. Так, судя по двигателю, у нас здесь все как-то очень грустно. 6-литровый V6, медиум 6-литровый V8, low. Ну, пока, наверное, тут остановимся. Давай. Топливо. Топливные баки нам нужны. Ну, мне кажется, как для тяжелого танка, если они имеют в виду внешние топливные баки, то хотя бы их как минимум надо назад прятать, потому что борта совсем уязвимы. Это куда заливается, видимо, топливо? заливочные горловины, но мне кажется, что сзади, где у нас выхлопная система нужна, я думаю, пока вот здесь оставим. Да, мы с внешним нидом боремся. Орудие. Так, маска у нас уже... Пока что мы, наверное, все-таки сойдемся на то, что мы возьмем от среднего танка. Так, это у нас... Это должна быть без УВН. Это какая-то гаубица уже, да, уже совсем мощная. Угу. Что если мы такую маску сюда восстановим? Орудие маленькое. Ну, орудие это пока сейчас... Мы же внешний вид создаем. Доработка внешнего вида. Ну, мне кажется, она не совсем вписывается, но посмотрим, какой он 75 миллиметров. Это маленький выбор. Мне кажется, что она по длине было хотя бы вот такое. Так, толщина у нас орудия. Ага. Калибр поменьше сделать. 130, например. Да, попробуем 130 оставить. Сейчас, еще раз говорю, только внешний вид. Нет, это как-то... Ну, хотя нет, почему? Пусть, наверное, так и будет. Да, ставь такую. Так, что по орудию? Ну, это пока оставим, наверное, в таком... Снаряды нам сейчас особо-то не нужны. Экипаж. Экипаж, подождите, пока не до вас. Так, элементы. Это у нас... Что они это подразумевают? Мне кажется, это куда экипаж садит. Ну, вообще, как бы, в принципе,
Давай, наверное, попробуем сначала определиться с командирской рубкой. Может, они достаточно будет через нее всем залезть. Ну а что, пускай. Так, Нам надо водитель. сюда. Хорошо пусть смотрит. Заряжающий и... Что у нас? Один заряжающий, наверное, у нас будет. Пусть повыше будут стоять. Как-то несимметрично. Так. Ну, еще приборы нужны будут, хотя бы... Это командирская... Ой, это... Нет, командирская здесь как бы вот. На выбор. А это, видимо, для экипажа. Может, радисту. Так, давай радисту поставим антенну. Мгм. Пока, наверное, просто на башне. Высоко? Высоко. Ловит что-нибудь, не знаю. Так, это... Это украшение. Ну, это украшение. Ну, пускай какие-то будут там элементы. Так, ящик с инструментами. Все это, наверное, есть. Ну, пускай. На броню они не повлияют, Да, конечно. да. Так, А, это фары. фары, стоп-сигналы. Так, тут всё, Ну, для транспортировки, конечно, необходимо. Пусть они совсем мало места занимают. Так, ну и здесь они тоже пусть находятся. Так, декор. У нас прям стиль какой-то создается. Лопата, инструменты. Пусть все будет. Это самый главный стиль. Лопата, инструменты, огнетушители. Конечно, застрял. Еще инструментов. Создаем внешний вид, самое главное. От него будем отталкиваться. Что касается передней части, мне кажется, что вот, ну, можно что-то вот... Что это у нас? Швеллер какой-то? Это крепление запасных частей, что ли? Пусть они, наверное, как дополнительная броня будут. Это какие-то вообще палки. Нет, это, скорее всего, какие-то ремонтные элементы. Так, пулеметную, как обычно. А, их сразу две. Надо весь пулемет наверное. Ну, честно сказать, А ты другие попробуй. я думаю, что нам достаточно будет... Башню. Да, вот здесь их оставим. Так, с грузом у нас уже 53 тонны. Уже не слабо. А Так, это ну броня. элементы брони, я так понимаю, дополнительные листы. Ну, давай хотя бы так, для стиля, вот где мехвод у нас сидит. Ему под приборы туда, мало ли, что-то залетит. Что, если мы такую лыжу впереди поставим? Это на зимних картах будем кататься. Не, ну это пока надо. Вместо сахара. У нас все-таки техника более современная. Тот момент уже пережиток прошлого. Нам не хватает... Не хватает... Чего нам не хватает? Нам не хватает вентиляции. Вот, выхлоп есть, да. Ну, как-то так выглядит. Вентиляторы. Ой, какие они огромные. А есть, может, другие? Хотя нет, такие. Я думаю, что самые такие подходящие для вентиляции двигателя это вот так и круглый. Один можем вот сюда? Нет, только два. Вентиляция. Не, ну это сюда, если что-то залетит в бою, точно не вариант. Мне кажется, что-то у двигателя не хватает. Почему-то желтым горит у нас. Ой, у нас что-то здесь оборотами двигателя очень мало. Давай попробуем с ними поиграться, чтобы добавить киловатт мощности. Вот мы 100 добавили уже.
Так, а здесь ньютонометров это мощность, объем. Ну, пусть будет пока так. Нужно закончить тогда с внешним видом. Мне кажется, очень яркие. Давай такой поставим. Снежный. На снежном плохо все то, что мы делали, элементы наши как теряются. Ну давай такую. Я думаю, вот этот пока оставим. Ну и название. Опытный образец Ну давай. номер 1. Нет, давай образец. Тогда просто. И, наверное, мы его сохраним. Все сохранили. Ну что, с первой задачей создать внешне что-то похожее на танк мы справились. Да. Наверное. Наверное. Так что пока всем пока. А в дальнейшем мы будем заниматься тестом. Пока что на полигоне. Ну а затем, наверное, выйдем все-таки в бой, посмотрим, как менять характеристики, как создавать модель танка. Так что подписывайтесь, будьте с нами.